Лили была всего лишь 8-летней девочкой из городка Сильвердейл, и она просто хотела учиться, так же, как и все ее одноклассники. К сожалению, ее новый учитель, мистер Хансон, словно с первого дня решил, что она недостойна хорошего отношения. Он постоянно унижал и высмеивал ее перед всем классом, словно получая от этого удовольствие. Но однажды утром Лили отомстила ему так, как он этого не ожидал. В то утро все началось как обычно. Машина с визгом затормозила перед школой. Лили с бешено колотящимся сердцем выскочила из автомобиля. Она быстро махнула матери на прощание, попыталась улыбнуться, но как только машина скрылась за углом, ее захлестнула волна тревоги. Она посмотрела на здание школы, возвышающееся впереди, и ей захотелось бежать прочь. С каждым шагом паника усиливалась. Мысль о том, что ей предстоит провести еще один день в этом классе рядом с Хансоном и молчащими одноклассниками, сковывала Лили страхом. Она не могла больше терпеть. Поэтому, когда мать уехала, Лили развернулась и побежала обратно по улице, по которой они только что приехали. Но не успела она добежать до угла, как сзади раздался знакомый голос. «Лили!» — окликнула ее мисс Блейк, ее учительница английского. Лили застыла. Женщина приближалась с теплой улыбкой. «Куда ты так спешишь?» Девочка опустила взгляд на ноги, не зная, что сказать. Она знала мисс Блейк как добрую и внимательную учительницу, которая всегда замечала, если кто-то грустит. Лгать ей было тяжело, но Лили все же соврала. «Я забыла свой ланч в машине мамы», — пробормотала она. На самом деле она специально оставила обед в машине. Ей просто хотелось вернуться домой и спрятаться под одеялом. Но мисс Блейк лишь улыбнулась и мягко положила руку Лили на плечо. «Не переживай, я куплю тебе обед в столовой. Пойдем со мной». С каждым шагом обратно в школу Лили чувствовала, как ее ноги становятся все тяжелее. Ее подташнивало, и сердце сжималось от страха. Но она промолчала и подчинилась. У нее не было выбора. Когда они вошли в здание, учительница пошла в свой кабинет, а Лили — в класс. Там ее ждал мистер Хансон. Его взгляд был холодным. Она тихо пробормотала «Здравствуйте» и попыталась незаметно пройти к своему месту, но он резко выкрикнул «Назад! Ты думаешь, это приветствие?» Он встал и навис над ней. «С самого утра ты уже портишь мне настроение». Лили замерла. Ее лицо побледнело, пальцы дрожали. «Постарайся изо всех сил», — продолжил он, не стесняясь в выражениях. «А теперь иди и сядь на место. Не трать мое время». С трудом справившись с дыханием, Лили опустила голову и прошла к парте. Глаза ее налились слезами. Она едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Но, несмотря на боль, она слушала урок. Учеба — это все, что у нее оставалось. Это было то, в чем она чувствовала себя хорошей. Но в тот день мистер Хансон не собирался оставлять ее в покое. Он с самого начала был раздражен и хотел выместить злость на ком-то. Лили была легкой мишенью. Он вызвал ее к доске и потребовал дать определение какому-то термину. Это была его обычная тактика, чтобы унизить ее. Как только она начала говорить, она запнулась. «Что с тобой, Лили?» — рявкнул он. «Язык проглотила». Смех прошел по классу. Лили застыла. «Ты снова заикаешься?» — усмехнулся он. «Ты сплошное разочарование. Ты никогда ничего не добьешься. Посмотри на себя. Стыд и позор». Слезы катились по ее щекам. Еще совсем недавно Лили любила школу. Она всегда помогала одноклассникам, делала домашние задания, радовалась знаниям. Она заикалась с детства, но в атмосфере доверия чувствовала себя увереннее. С мисс Блейк она была активной и смелой. Но с приходом Хансона все изменилось. Он с первого дня был груб. Перед администрацией он прикидывался доброжелательным.
Но в классе царил страх. Он угрожал детям, говорил, чтобы они не жаловались родителям, иначе получат плохие оценки и будут наказаны. Поэтому дети молчали. Даже дома. Лили тоже молчала. Она чувствовала себя предательницей перед матерью, но страх был сильнее. Она знала, молчать вечно нельзя. И приняла решение. Она покончит с этим. Но когда пришел день, страх снова сковал ее. Теперь же, стоя у доски, когда Хансон ткнул ее в голову и прокричал: «Или ты сейчас говоришь четко, или будут последствия». Что-то в ней оборвалось. Она посмотрела на него. Ее глаза загорелись гневом. Он замахнулся, чтобы снова ее толкнуть, но Лили была быстрее. Своей маленькой ногой она со всей силы ударила его в пах. Мужчина вскрикнул и рухнул на пол. Его лицо покраснело. Класс на мгновение замер. А потом все взорвались. Кто-то начал смеяться, кто-то хлопал. Лили стояла, тяжело дыша. Потом закричала: «Довольно! Хватит молчать!» Одноклассники вскочили со своих мест и закричали в ответ. Это был крик освобождения. Крики услышали в коридоре. Дверь распахнулась. Вбежала мисс Блейк с другими учителями. Они увидели, Лили плачет, а мистер Хансон стоит на коленях, держась за живот. «Что здесь происходит?» — вскрикнула Блейк. Хансон начал оправдываться. «Она на меня напала, без причины». Но Лили успела ответить. «Он бил меня. Он бил меня по голове и плечам. Он делал это всегда». Одноклассники подтвердили ее слова. Один за другим они начали говорить о криках, угрозах, запугиваниях, о страхе приходить в школу. Хансон пытался обвинить их во лжи. Он даже заявил, что Лили никогда не заикалась и просто симулировала. Но его слова тонули в хоре голосов детей. В тот же день Лили отвезли в больницу на обследование и поддержку. На следующий день школа провела дисциплинарное слушание. Все показания были записаны. Мистера Хансона уволили с позором. История быстро разлетелась по интернету и попала в газеты. Он стал символом жестокого учителя, а Лили — символом детского мужества. Мама Лили была потрясена. Она плакала и винила себя за то, что не заметила, но теперь она была рядом. Она подала на Хансона в суд за жестокое обращение с ребенком и выиграла. Несколько родителей поступили так же. Хансон оказался в долгах. Он не смог больше работать учителем. Единственной работой, которую он нашел, была должность уборщика в придорожной забегаловке. А Лили начала медленно возвращаться к себе. Она снова училась с интересом и знала одно — теперь она уже не та девочка, которую можно было унижать. Она была той, кто сказала «достаточно». Дорогие зрители, а что бы вы сделали на месте Лили? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.